Нежный, розовый и не пересушенный, изысканный печеночный паштет, который еще и готовится проще большинства таких паштетов. Именно такой рецепт ждет вас в этом видео. Если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и в этом видео я буду готовить свой любимый печеночный паштет. Для тех, кто любит паштеты из печени, много рецептов не бывает, согласитесь. Сколько я их уже переготовила, и все равно каждый раз интересно пробовать что-нибудь новенькое. Паштет из этого видео готовится непосредственно в духовке, и это один из самых простых рецептов, которые я когда-либо встречала. Напомню, что на моем канале уже есть один рецепт печеночного паштета. Он невероятно нежный по текстуре и напоминает мусс. В описании под этим видео я оставлю ссылку на него, он находится в подборке интересных рецептов с клубникой. Все потому, что готовится с желе из клубники, получается очень пикантно и необычно, но если клубники у вас нет, вы можете готовить вовсе без желе этот паштет, либо же вы можете заменить его желе из любых ягод. В идеале использовать любые красные или черные ягоды. Мне больше всего нравится вариант с черной смородиной. Это сочетание, мне кажется, по-особенному волшебным, поэтому если у вас смородина как раз таки есть, попробуйте приготовить с ней. Возьмите 500 граммов куриной печени, 100 граммов молока, 2 яйца, 150 граммов сливочного масла, 75 граммов сам паштет и 75 граммов для верхней защиты, специи, соль, перец и 1 чайная ложка лукового порошка. Последний опционально, но рекомендую настоятельно. Печень промойте и отправьте в какую-то удобную глубокую миску. Щедро посолите, добавьте луковый порошок и перец. Луковый порошок деликатно дополнит вкус печени и не перетянет внимание на себя. Вбейте в миску яйца. Влейте 75 граммов растопленного сливочного масла. Влейте молоко. Теперь тщательно измельчите основу для паштета при помощи погружного блендера. Пробейте смесь до максимальной однородности. В глубокую форму для выпечки или глубокий противень уложите бумажное полотенце и расставьте формочки или стеклянные баночки. Разлейте через сито по емкостям основу для печеночного паштета. Благодаря ситу мы избавимся от остатков пленочек, и готовый паштет будет максимально однородным и нежным. Влейте в форму или противень кипяток, чтобы создать паштету водяную баню. Отправляйте всю эту конструкцию в духовку и готовьте при 160 градусах в течение 25 минут. После этого достаньте противень из духовки, дайте постоять паштету в воде еще 5 минут, извлеките формочки и дайте им остыть при комнатной температуре. Разлейте по поверхности паштета растопленное масло, оставшееся 75 граммов, и уберите его в холодильник. Масло защитит паштет от заветривания. Если этот рецепт вам понравился, ставьте лайк. Меня зовут Галина Артеменко, и в следующем видео мы будем готовить очень простой, но невероятно вкусный домашний хлеб. Как раз к этому паштету. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы оставаться на связи. Это канал «Жизнь вкусная».